Приготовьтесь. Эта новость может заставить вас дрожать от гордости, злиться из-за того, что мир слишком медленно его ценит, плакать, видя его путь, и кричать от нетерпения, ожидая его следующего великого шага. Потому что сегодня ночью мы раскроем тайну, которая может изменить всю мировую киноиндустрию. Готовы? Сделайте глубокий вдох, пропустите всего 3 секунды, и вы можете жалеть об этом всю жизнь. Начало ноября 2025 года мир изменился из-за Ким Тэ Хьона. Имя, обладающее идеальными пропорциями лица по золотому сечению. Редкий баритон, не характерный для его возраста. Магнетическая аура, перед которой любая камера склоняется и влюбляется, стоит ему лишь появиться. Теперь он стоит на пороге новой эры в мире актерского искусства. Гиганты индустрии, от студии Кей-драма до Голливуда, борются за возможность сотрудничать с Тэ Хьоном. Предложения начинаются с 500 миллионов вон за серию, что составляет около 385 тысяч $, и это только начало. Роскошные бренды знают одно – все, к чему прикасается Тэ Хьон, мгновенно распродается. Но один большой вопрос все еще витает в воздухе. Когда Ким Тэ Хьон вернется в актерство? Армии ждут, индустрия ждет, мир ждет. Миру кино нужен Тэ Хьон, не наоборот. Тэ Хьон не идол, который пробует себя в актерстве. Он актер, рожденный из искусства. Неопровержимые мировые факты. Love Wins All с IU, 100 миллионов просмотров всего за 40 дней. Хваранг продан более чем в 38 стран. Личный бренд оценен в 3,2 миллиона в США. Признан обладателем самого совершенного лица по золотому сечению в 2025 году. Активный фандом – более 80 миллионов поклонников. Режиссер-лауреат Тэ-Хва однажды сказал: «Глаза Тэ Хьона способны рассказать целый фильм без единого слова». Эта фраза доказывает, что его харизма – не теория, а настоящая визуальная сила. После его легендарного появления в Vogue и 2025 киноиндустрия взорвалась. Всего за 24 часа крупнейшие студии начали наперегонки отправлять проекты. Netflix, Disney+ и Голливуд соревнуются за возможность заполучить его в свои сценарии. Крупные издания Vogue Корея, Bazaar обсуждают эффект Тэхъюм. Потому что они знают, Тэхъюм-эффект равно рост рейтингов, увеличение инвестиций и взлет престижа. Но сам Тэ Хьон остается скромным. «Я хочу сосредоточиться на музыке», — говорит он. Гордость? Конечно. Скучаете по его актерству? Безусловно. И теперь мир становится беспокойным. Самый болезненный вопрос от армии. Почему обычные актеры дебютируют каждый год, а такой талант, как Тэ Хьон, так редко появляется на экране? Может быть, потому что его внешность слишком совершенна для камеры? Или потому что его стандарты слишком высоки для телевидения? А может быть, индустрия просто боится, ведь если Тэ Хьон вернется, им придется переписать все правила ради него. Ведь если Тэ Хьон снова выйдет на экран, кто осмелится стоять с ним в одном кадре? Голливуд хочет его, Корея бережет его. Индустриальные источники подтверждают слухи. В начале ноября 2025 года 2 голливудские студии предложили ему главные роли в фильмах жанра экшн-триллер и романтичный нуар. Netflix Азия готовит крупнейшую дораму года с бюджетом в 25 миллионов вон. А Disney+ разрабатывает спай-романский поп-универс, где Тэ Хьон станет центральной фигурой. Теперь весь мир спрашивает, кто победит в этой гонке – Корея или Голливуд? Почему миру нужен Тэ Хьон на экране? Потому что Тэ Хьон не просто играет роли, он превращает каждую сцену в легенду. Одна улыбка, и это становится обоями по всему миру. Один взгляд, и рождается фанфик на 40 глав. Одно фото, и оно в трендах через 3 минуты. Одно движение руки, и Vogue выпускает статью. Когда он плачет, мир плачет с ним. Когда он молчит, мир замирает. Когда он любит, мир завидует. Другие актеры играют персонажей, Тэ Хьон дает им жизнь. Все еще сомневаетесь? Вот цифры. Гонорар за серию – 500 миллионов вон. Самое красивое лицо в мире – номер 1. Стоимость одного поста в соцсетях – 3,2 миллиона $. Предложений сценариев 2023-2025 годы – более 15. Активный фандом – 80 миллионов плюс. Скорость распродаж – менее 10 секунд. И это все еще до того, как он сосредоточился на актерстве. Представьте, что будет, когда он действительно вернется.
Мировая индустрия развлечений ждет актерский взрыв Тахёна. Продюсеры уже заявляют, если Тахён скажет «да», мы готовы переписать сценарий и увеличить бюджет ради него. Реальность проста. Тахёну не нужен сериал, чтобы быть успешным. Сериалы нуждаются в Тахёне, чтобы выжить. Армии устали ждать. Каждый день в соцсетях переполняются комментарии. Мир слишком медлит, Тахён уже должен был завоевать большой экран. Теперь, когда его сольный альбом завершен, больше нет никаких преград. Мир ждет лишь одну фразу, которая разделит историю надвое. «Я готов снова играть». Когда этот день настанет, и Корея, и Голливуд будут дрожать. Иконы не рождаются в каждом поколении. Майкл Джексон однажды сказал: «Иконы не рождаются в каждом поколении». Но 30 декабря 2095 года родилась легенда – Ким Тахён. Сегодня он стоит как живой мировой символ. Не просто артист, а новый стандарт, к которому должен стремиться весь мир. Когда он вернется на экран, успеха добьется не только сериал. Вся киноиндустрия изменится навсегда. Спасибо, что смотрите самые феноменальные новости на Тахён Lovers Channel. Если вы хотите, чтобы Тахён скорее вернулся к актерству, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь. Напишите в комментариях: «Тахён, миру нужно твое актерство». Поверьте, наш голос обязательно дойдет до него. И когда Тахён снова сделает шаг в мир кино, весь мир встанет, чтобы приветствовать легенду, которая рождается лишь раз в жизни.